Я хотел сказать, что 1972 год у вас на памяти должно быть о том, что был подписан первый договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Мало, наверное, кто-то помнит эти цифры, но остановились на 10 тысячах ядерных зарядов, которые надо было сокращать, довести до 3500. Это были стратегические заряды, но были еще и тактические, которые превышали несколько десятков тысяч. Так вот, началась программа вывода из эксплуатации, утилизации, и тут появилась целая когорта неопознанных летающих объектов над базами ракетных войск стратегического назначения, над базированием стратегических подводных лодок, над арсеналами и базами, где хранились ядерные боеприпасы. И в 1978 году появляется директива, которая обязана нам собирать данные об этих событиях. Я сидел как раз на обобщении этих данных. Было очень интересно наблюдать, если, допустим, из 100 хотя бы 10-15% были как бы реальные события, то это была уже большая такая статистика. Но у нас народ вообще-то ничего не боится, ничего не стесняется, в том числе и прилета НЛО. Да? Под Харьковом был арсенал боеприпасов и ракет, где содержалось ядерные боеприпасы. В феврале 1979 года прилетел летающий ТР. Часовой, который стоял на вышке, попал в ступор, но успел нажать сигнал. Приехала пожарная команда, которая тоже не дошла до зоны, где остановилась летающий ТР. Как описывали эти люди, все было зарегистрировано, зафиксировано, зарисовано. Значит, из НЛО вышли 3 представителя ростом 3,2, 3,5 метра, в белых костюмах, с чемоданчиком прошли к хранилищу, где размещались ядерные заряды. Чем было вызвано? Температура на одном ядерном заряде была на 2-3 градуса выше, чем положено. А вы знаете, стабильность ядерного заряда – это главное, безопасность и все остальное. Через час они улетели, все зашевелились, ступор прошел, начали фотографировать. Так след одного из этих представителей был длиной 57 сантиметров. Теперь понимаете, это не просто рост, да, это и такая основная как бы характеристика этих дел, да. Арсенал Каргат, Новосибирская область. Вот этот волосатый представитель потустороннего мира заходит в караульное помещение, смена караульная, вся замирает, наливает себе воды из бачка, выпил и ушел. Все к окну смотрели, он повернулся, помахал и тут же пропал. Вот мы всегда говорим, откуда они берутся. Ну, я думаю, что скоро мы поймем, что есть понятие свернутого времени, параллельные миры и все остальное. Но надо думать, что приписывать обезьяне те возможности, которым он обладает, а в принципе после этого события мы стали рассчитывать на то, что они обладают телепатией, психофизическим воздействием и управлением сознанием. Конечно, никакая обезьяна этим не обладает. Подобные события были в Эльбане, это под Комсомольском на Амуре. Но и события, которые связаны с предстоящим пуском и возможностью сбоя ракетных систем, всегда порождали прилеты НЛО. Кому очень интересно, может посмотреть фрагменты по Челябинскому метеориту, и вы поймете, кто его убрал, кто его сбил. И сразу становится понятным, что наш мир охраняется достаточно четко и достаточно жестко. В 1945 году по указанию Сталина были организованы
исследовательско-поисковой группой. Когда наши войска перешли границу Советского Союза, то многие эти исследовательские группы занимались сбором информации и всего того, что было наработано в Германии. Одну из таких групп возглавлял Павел Николаевич Кулешов, генерал-майор, в то время командующий гвардейскими минометными частями, ну это «Катюша», грубо говоря, да. У него в группе были инженеры, ученые, разведчики, и собирали все, начиная от новых изобретений, новых технологий, новых, значит, материалов и новых систем обработки. Таким образом, мы получили 2 летающие тарелки, ракеты F1, F2, приборы управления зенитным огнем, радиолокацию и так далее. Так вот, Павел Николаевич Кулешов, когда все это дело передал, в июне 1945 года возглавил ракетный факультет Академии имени Дзержинского. Да? В последующем он был моим начальником 62-83 год, когда была всякая трансформация. И тот период, про который я рассказываю, как раз был под его руководством. Так вот, в марте 1945 года по указанию Гитлера со всех летающих тарелок в Германии были сняты вихревые двигатели Виктора Шаубергера. А всего было построено 51 летающая тарелка. Последняя тарелка, которая крайняя, да, весом была 72 тонны. Но я хотел бы остановиться на Петрозаводском феномене, который вы все знаете, да. Это Петрозаводский феномен, когда поезд остановился, и вдруг НЛО встала впереди, повисла над электровозом и протащила 150 километров. Это поезд без остановок. Слава Богу, успевали переключать стрелки железнодорожные. Да? И в этом плане надо отметить, что мы живем в очень сложных психофизических сейчас состояниях. Если взять сегодняшнюю зиму, я много вам открывать не буду, но это была чисто климатическая война против нашей страны. Тектоническая война – это Бали, это землетрясение в Чили, это землетрясение на Гаити. Ну и, как это ни странно, все это было с запада на восток. Но когда американцы отработали тектоническое воздействие на Фукусиму, то ни одного нашего ученого, в том числе и Александра Осича, в Японию не пустили. Поэтому миром сейчас начинает управлять немножко другая сила, и нам надо с вами концентрировать усилия на дальнейшем развитии вот тех идей, которые у нас здесь с вами есть. Спасибо.